Всем привет! Наконец-то мы достроили нашу баню с бассейном. На улице март 24 года. Пошлите посмотрим, что у нас там новенького. Входная дверь в баню у нас противопожарная. Она железная и внутри полотна утеплитель. А коробка была неутепленная. Из-за этого дверь промерзала и собирала конденсат на себе. Очень много было влаги. Мы обошлись минимальными затратами, не стали менять. Была такая мысль, что совсем снять все и переделать, на новую дверь заказать. Но нашли выход и покрыли коробку снаружи и внутри теплоизоляционным покрытием. И теперь все идеально. Никакой влаги на двери не собирается. А я, в общем, снять это хочу, потому что она вот здесь вот некрасиво потекла, была здесь влажность, когда я это все покрывала. Ну и то, все равно она сработала. Вот здесь этот слой второй снимается очень хорошо, а первый слой он прям крепко сел. Вообще замечательно. Работает эта краска отлично. Дверь у нас после того, как я это все нанесла, больше не текла и не промерзает. Пока я собиралась перекрашивать коробку, на улице выпал снег. Так что ждем теплой погоды. И смотрите сразу, какая реакция у двери. То есть вот здесь вот все снято. И конденсат, вот он, пожалуйста, тут же сразу же. Все, вон влага вся собирается по всей коробке дверной. И на двери вот здесь внизу промерзает и собирает влагу. Так что теплоизоляция вообще шикарная штука в этом деле. Все отлично. Будем перекрашивать. Наступила подходящая погода, чтобы обработать дверную коробку теплоизоляцией. Я уже подготовила себе рабочую поверхность. Саму коробку обезжирила. Для этого у меня был ацетон. И теплоизоляция наша любимая Магнитерм. Экологически чистое, теплоизоляционное, энергосберегающее покрытие. Добавляем немного туда воды. И все перемешиваем строительным миксером. Вот у меня шуруповерт вот с такой штучкой. Мешалка для краски. О, как называется. Получилось как будто растаявший пломбир. И с помощью кисточки равномерно начинаем наносить на нужную нам поверхность. Равномерно, конечно, у меня ничего не вышло. Получилось очень рельефно, просто ужасно рельефно. Я не знаю, может потому что уже краска у меня на второй раз я ее замешивала, может из-за этого. Не знаю, может кисточка у меня была неподходящая. Короче, все коряво. Первый раз даже лучше было у меня все покрыто. Ну, в общем, придется оставлять так. Я уже больше это переделывать не хочу. Теплоизоляцию я покрасила краской в цвет стены и двери. Самая главная задача выполнена. Двери теперь сухие и никакого, ни малейшего конденсата они на себе не собирают. Дальше у нас здесь что? Прихожая. Вот она такая получилась уютная, маленькая, небольшая. И появилось зеркало. Вешается зеркало несложно. Нужно обезжирить сначала поверхность. Клей я взяла первый попавшийся, на котором на единственном было написано, что он для зеркал. Нанесла извилистыми линиями. И для надежности еще добавила двухсторонний скотч. Все, и приклеила. Стена, где вешается верхняя одежда, мы декорировали вот такими рейками. Здесь вешалка, которую Муси сделал сам своими руками. Дверь направо ведет нас в санузел. Обратите внимание, она у нас уже открывается теперь в другую сторону. Мы ее перевесили. Заказывали монтаж-демонтаж. Все нам починили, переделали. Единственное, что не стали менять коробку. Обошлись вот такими заглушками. И на самой двери теперь у нас появились вот такие выпилы, которые я закрасила. Но это незаметно, если бы я вам не сказала, даже и незаметно в глаза не бросается. Зато сейчас двери открываются удобно.
вся грязная зона, то есть где стоит обувь. Все, даже если мы, например, вот так поставим, дверь открылась, они туда сдвинулись, здесь ты чисто прошел, все чисти ногам, всем чисто, короче. Все, заходим в санузел, он такой прекрасный, просторный, красивый, в него уместился и унитаз, и писсуар, и огромная раковина, как будто бы она парит в невесомости, но на самом деле она на ножках, они чуть-чуть туда спрятаны. Из этого такой эффект получается. Зеркало красивое, и сверху потолок я задекорировала зеленью искусственной, и она очень круто смотрится. И это я где-то подсмотрела в каком-то ресторане, и мне понравилось. И плюс не видно эту решетку, которая здесь несимпатично смотрится. Но нужно будет еще добавить зеленушек, чтобы было вообще все супер идеально. Такой красивый получился у нас санузел. Сразу слева от входа дверь ведет нас в котельную. Котельная у нас поделилась на две части. Это техническая и зона, где можно переодеться. Муся повесила здесь крючки 3 в 1 и сделал скамейку. Скамейку я покрыла лаком в цвет реек, как на входе, а ножки я выкрасила в черный цвет. А также здесь появилось зеркало, такое же, как в прихожей, но покороче в длину, потому что здесь регулировка теплого пола идет. Дальше черный ящик, секретный какой-то у него. Регулировка подачи воды в разные помещения. Тут всякие датчики, не знаю, что это такое. Котел электрический, бойлер для воды нагревательный. И электрощиток тоже здесь, в этой части котельной. И регулировка вот здесь вот включить, выключить можно вентиляцию. Вот я включила. Теперь ставим на авто. И идем дальше. Третья дверь, которая у нас напротив входа в баню, ведет нас в помещение с бассейном. Сразу на входе в бассейн у нас расположена техническая ямка, и она замаскирована вот под таким специальным напольным люком, невидимкой. По ней можно ходить, он очень прочный, все сделано надежно. И его практически не видно. Плитка 60 на 60, крышка люка 60 на 60. Но мы почему-то не учли этот момент. И можно было люк сделать так, чтобы крышка как раз приходила на стыковку между двух напольных плиток. И не пришлось бы делать вот такое вот зарезание на соседнюю плитку. И вообще было бы четко все и совершенно незаметно. Была бы цельная одна плитка, которая бы у нас открывалась и закрывалась. Эти радиаторы Муся установил дополнительно на всякий случай, чтобы не замерзнуть в самые сильные морозы, но даже без них теплый пол справляется на отлично, и в бане очень тепло. Отмечали открытие бани с друзьями, они нам подарили такую вывеску. Гостей было много, мест на всех не хватало, и я вспомнила, что у нас есть такие садовые стулья комфортные. Они отлично вписались в интерьер, и самое главное, что они не боятся влаги, в отличие от нашей декоративной стены, которая выполнена из деревянной плитки. Все поотваливалось. Пока мы сидели общались, нам мешала вентиляция, и мы ее решили на время отключить. Когда гости разошлись, никто даже и не вспомнил, что ее нужно включить обратно. Вернулись мы сюда почему-то спустя неделю. Конечно, здесь была ужасная влажность, и вся плитка настолько сильно разбухла, что она просто повыдавливала саму себя и вся поотваливалась. Такое печальное зрелище вот здесь было. Я уже часть здесь вот тоже была, вся плитка на полу, я уже ее починила. Вот осталось еще 2 огромных куска мозаики собрать. Помимо того, что у нас отвалилась плитка, у нас еще стена треснула. Вот здесь вот за водопадом по стене идет трещина. В углу, в правом, где мы подливали фундамент, идет огромная такая трещина по стене. Вот она продолжается, и вот здесь по углу уходит. И с другой стороны, с левой,
тоже появилась какая-то трещина непонятная. Вот она. Продолжим экскурсию по бане. Заходим в помывочную. Здесь у нас душевая система, красивое железо, полочка, обливное устройство Эверест. Все починили, все работает. Слева от входа у нас расположены крючки с банными принадлежностями. Слева от входа у нас трубчатый полотенцесушитель Гуардо. Из душевого помещения мы попадаем в саму парилку. В парилке мы сделали воздушные парящие полки с подсветкой. Каркас у них выполнен из железных рейк, из железных, как их называют, из железного профиля. Установлена печь «Атмосфера» размер L. За печью стена оформлена рваным камнем талькохлорид. Банные аксессуары фирмы Peko. Ведро с ковшом. Таймер для бани расположен справа от входа, выполнен в черно-желтом цвете, тоже фирмы Peko. На выходе из бассейна у нас установлен трап для того, чтобы сгонять туда воду, которая выплескивается из бассейна. Вот таким устройством, называется оно водосгон. Всю воду мы уже собираем с пола туда. В бассейн ее сгонять не нужно, она уже считается грязной, потому что тут на полу соринки, пылинки. Для этого сделан этот трапик. Мы не стали делать никаких нагромождений в виде бортиков, поэтому у нас напольная плитка подходит сразу к краю и стыкуется со стенками бассейна с помощью Т-образного профиля из нержавейки. Размер бассейна у нас 2 метра шириной, 5,5 в длину и 1,5 метра глубиной. Для отделки дна и бортов применили ПВХ-мембрану. Она проще в монтаже и выходит дешевле, чем плитка. Из оснащения в бассейне у нас сделан водопад, гейзер, подсветка и противоток. Подсветка в бассейне происходит за счет светодиодных фонарей. На них через понижающий трансформатор подается 12 вольт. Включение светильников происходит с помощью выключателя. Можно было сделать выключатель, как вот здесь, сенсорный, сразу на борт бассейна, но у нас он сделан вот туда вот на стенку. Фонари имеют несколько режимов работы. Это быстрое мигание, либо медленное, либо вы включаете какой-то один цвет, который вам понравится. Это происходит с помощью включения и выключения клавиши. Аттракционы включаются с помощью сенсорных кнопок. Не с первого раза только почему-то. То есть надо постараться потыкать. О, включилось. Сработал мотор в ямке. И включился гейзер. И также выключается. Вот видите, не очень удобно. Не сразу срабатывает почему-то. Освещение в бассейне выполнено с помощью трековых светильников. Во всем помещении мы установили потолок грильята с теневым примыканием по всему периметру. Под потолком у нас смонтирована приточно-вытяжная вентиляция, и такой потолок дает возможность быстрого доступа к ней. И также под потолком у нас спрятан саундбар. Освещение в зоне отдыха особого спроса не имеет. Даже поломали уже люстры, поразбивали пузыри. Вот она уже расколота, уже даже перегорела. В общем, что-то какие-то они проблематичные у нас получились. Видимо, им здесь не место, нужно будет что-то придумать. Либо мы их снимем, поменяем на что-то другое. Может, вообще уберем. Ну, может, какую-то лампочку надо придумать другую. А вообще мы этим светом особо не пользуемся, потому что у нас все время здесь включается проектор. Для него свет не нужен. Отключаются вот эти все светильники. Бассейн тоже мы отключаем. И то есть работает проектор и горит освещение вот здесь над этой стенкой. Также в зоне отдыха у нас имеется такая вот мини-кухня. Вместительные ящики.
которых хранится все подряд, что нужно, что не нужно. Здесь посуда, удобная маленькая мойка, кран с водой холодной, горячей, микроволновка, мини-холодильник, мини-бар. И здесь ящик выдвижной, здесь посуда, пакеты, что-то уже накидано. Ну, в целом вот так все закрыто, аккуратно все смотрится. Портал печи мы сделали из толстого листа железа, который нам напилили на квадраты, а остальное уже Муся подгонял сам. Каждый из квадратов мы закрепили на 4 нержавеющих винта с полукруглой головкой и шестигранным углублением. Дополнительно железо я обработала грунтовкой. Я так полагаю, все уже устали от нашей стройки, да и мы сами устали. Доделываю стену, и мы отправляемся в отпуск отмечать завершение всех наших строительных работ. Те, кто смотрел предыдущие наши видео, знают, что этот мини-спа-комплекс мы сделали сами, своими руками. И я думаю, мы заслужили отпуск, поэтому мы отправляемся в путешествие в Таиланд на остров Пхукет. Какой-то ёж походу. Ну я не знаю, это опасный или не опасный. Наш уральский ёж.